Его надо заполнить. Я никогда не вставлю сюда рекламу. Но я готов за деньги рассказать о товаре. Я никогда не следил за смартфонами, но сейчас я запишу качественный техноблог. Я никогда не рекламировал Конституцию, но я произносил на камеру слова в ее поддержку. Как бы вы назвали такого человека? Сумасшедший? Трикстер? Биполярка? Но когда таким же образом ведет себя сложная сущность, типа там государства, то все выглядит в порядке вещей. Тут наступает политика, аспекты, которые сложно ухватить, и более того, если обратить внимание только на один аспект, то получится не просто однобокое, а прямо вот ложное мнение. Вот, например, как вы отвечаете на вопрос, является ли Китай союзником России? И тут есть два стула. На одном безопасность одной страны не должна идти в ущерб безопасности других стран. Однако, ни региональная, ни международная безопасность не может быть реализована путем расширения военных блоков. Призываем серьезно отнестись к негативному влиянию расширения НАТО на обстановку в сфере безопасности для РФ. Ну вот, понятно, Китай с нами. Присутствие российских войск в некоторых областях Украины не является вторжением, но призываем не допускать эскалации. Правильно говорит, правильно! Дружба с Россией прочна, как скала. Дружбанси! Но, как говорится, на словах ты Лев Толстой, а на деле хуй простой. Поэтому давайте посмотрим, что там с делами. А дела произошли такие. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций приостановил деятельность в России. Два крупнейших госбанка Китая ограничили обслуживание сделок по покупке в РФ сырьевых товаров. Китай отказал авиакомпаниям России в поставках авиазапчастей. Китай сократил поставку своих смартфонов в Россию более чем в 2 раза. Китайская нефтяная компания Sinopec приостановила переговоры с Сибуром об инвестировании до $500 миллиарда в новый газохимический завод в России. Ну и добавим еще заявление все от того же Китая. Правда, они как-то не очень похожи на предыдущие. Си Цзиньпинь в разговоре с Байденом заявил, что США и Китай должны не только развивать двусторонние отношения, но и брать на себя международную ответственность, что бы это ни значило. Посол КНР в Украине Фань Саньчжун заявил, что Китай будет хорошей силой для Украины в экономическом и в политическом плане и намерен уважать тот путь, который выбирают украинцы. Если вы думаете, что Китай переобулся, то нет. На самом деле это последовательная политика, которой он придерживался всегда. Он не переобулся, то есть не было такого, что он сначала за, а потом против. Его и да, и нет идут параллельно. Восток – дело тонкое. И сейчас мы разберем позицию Срединной империи, которая непонятна представителям западной культуры, к которой мы с вами, кстати, и относимся. Для начала приготовьтесь, что в этом выпуске будет сложная тема, где простая логика не работает. Мы постараемся выстроить систему из мешанины фактов. Это, кстати, сейчас была супер нативная подводка к интеграции, но я правда считаю, что челики запарились. Все знают, что сейчас выгодно иметь удаленную работу, но вот в чем разница между Data Science, Data аналитиком и Machine Learning? Skillbox очень круто систематизировал и прокачал свою методику образования, и теперь привычный курс выглядит так. Первый уровень. 6 месяцев вы вводитесь в Data Science, слишком широкое понятие, в котором выберете свою ветку прокачки. Machine Learning, Data Engineering или Data Analytics. Второй уровень. Вы выбрали направление, в котором развиваетесь, оснащаетесь обилками типа SQL и Python, войдете в командную работу и сможете трудоустроиться в реальную компанию на позицию джуна. Поздравляю, вы перешли на 3-й уровень.
Вы продолжаете работать и в то же время прокачиваться с помощью курса. Таким образом, через год у вас есть все шансы занять позицию мидла, доход на который позволяет чувствовать себя очень уверенно. А теперь к приятным дополнительным плюшкам. Записывайте. Первые 3 модуля бесплатно, первая оплата через 6 месяцев и год английского языка в подарок. А по промокоду MyGap вы можете получить скидку 50% до конца июня. Те, кто готов менять свою жизнь, переходите по ссылке в описании. На сегодня все. Берегите себя, своих близких. До свидания. Давайте начнем сначала с понятного нам примера. Почему вы дружите с тем или иным человеком? Вам человек может быть нужен для полезных связей, обеспечения безопасности, обеспечения досуга. И если вы сейчас такие: что это за меркантильный подход? Я просто так дружу с человеком, мне с ним интересно. Ну, интерес — это и есть обеспечение досуга, а поддержка друг друга — это и есть безопасность. Короче, как люди в реальности не дружат просто так, так и целые государства. И вот у государств сила дружбы очень сильно зависит от экономики. Ну, то есть, чем больше страны обмениваются товарами друг с другом, тем дружба искреннее. В этом смысле очень правильно рассматривать страны как корпорации, где в основе экономически развитых стран всегда лежит скучная экономика, и только поверх идет веселая и доступная массам пиар-компания. У каждой страны она своя. Где-то там демократию надо насадить на территориях, так удачно обладающих нефтью, а где-то объединить великую страну. В диктатурах, правда, пиар-компания полный отстой, потому что диктатор разбирается только в силовиках, но не разбирается в пиаре. What the fuck? Это мы видим уже в мемасных денацификациях и демилитаризациях. А те страны, которые прошли стадию персональной диктатуры, большое внимание уделяют именно экономике. Конечно, да, в целом любая система только и думает, как сохранить себя же, но где-то стадия развития государства, что необходимо поддерживать экономическое благосостояние населения, а где-то до сих пор власть можно удержать с помощью дубинкой по башке. Вспомните, как США начала банить Huawei, а потом использовала это как инструмент давления для корректировки сальдо торгового баланса. Готовьте свои олдскулы. Тут нам понадобится наш ролик, которому 3 года. Начало недовольства было положено еще в 2016 году, когда Трамп только проводил предвыборную кампанию. Уже тогда он называл Китай насильником экономики США. Оказывается, что Китай покупал у США товаров на 179 миллиардов, а вот США у Китая на 557 миллиардов. Таким образом, появлялась несправедливость размером в 378 миллиардов долларов. Ну, если правильно выражаться, то это дефицит торгового баланса. Я это показал лишь для того, чтобы акцентировать ваше внимание на важности объема товарооборота. Ну, то есть, сколько одна страна продает другой и сколько покупает. И теперь мы можем со всем пониманием просто взять и посмотреть, сколько и куда продает Китай. Итак, Китай сбывает в Россию товаров на 51 миллиард долларов. Звучит мощно, я, конечно, такую сумму в глаза не видел, но такие объемы можно сопоставить с Францией и Великобританией. А уже в ту же Германию Китай поставляет на 112 миллиардов. И вишенка на торте. В те самые враждебно настроенные США 438 миллиардов. Если сравнить с Россией, то сбыт одних лишь США в 9 раз выше. А если к США добавить пару западных стран, то получится охренеть какая сумма, которую терять, мягко говоря, страшно. А мы ведь даже еще не учли остальной Евросоюз. Ну ладно. Пусть Россия далеко не главный покупатель китайских товаров. Но, может быть, она выступает главным продавцом? И нет. Ситуация очень похожа. Больше всего Китаю продают все те же США, в 2,5 раза больше России, в 2 же раза превышают отгрузки из Германии, а продажи России, оцениваются как Франция плюс Британия. Так что у меня к вам серьезный вопрос. На каком основании
Китай должен воспринимать нас как равного партнера. Как мы можем разговаривать на равных с теми, кто больше нас в 10 раз? В 10! Это как если бы Россия называла своим равным партнером и надежным союзником Марокко. Или еще более понятный пример. Дружба между Россией и Китаем настолько же нормальна, как дружба 30-летнего мужика с 9-летним ребенком. Нет, ну 9-летним-то, конечно, круто, там можно похвастаться, ходишь, трубишь направо-налево, ты крутой! А вот с мужиком надо разобраться. Либо он с тобой на самом деле не дружит, и ты все выдумал, чтобы попонтоваться перед своими друзьями, либо ему что-то от тебя надо. А мы лучше соскользнем с этой аналогии, чтобы не вызывать неприятные мысли, и перейдем к тому, что же на самом деле нужно то есть Китаю от России. Мало кто знает, но Китай частенько консультирует нашу власть по вопросам контроля интернета. Для примера, посмотрите на эти пресс-релизы всеми любимого Роскомнадзора. Раз, два. Поэтому каждый пользователь интернета должен сам обеспечивать свое право на доступ к информации. Да-да, я сейчас про VPN Surfshark говорю, но давайте просто прикинем плюсы и минусы. К плюсам отнесем удобный интерфейс приложения, где по одному клику вы оказываетесь в Сингапуре, США или где вы там хотите. Это значит, что у вас открывается доступ ко всем заблокированным ресурсам, которые промасленные пиджаки конкретной страны решили заблокировать, никого из граждан не спросив. Более того, вас становится сложнее отследить, а то вдруг вы находитесь в стране, где нельзя писать гадкие комментарии. Ну, например, что Си Цзиньпинь Винни-Пух. Косяк многих VPN-ов, что они тормознутые, а скорость Surfshark позволяет смотреть даже Netflix. И да, на телефоне делать это неудобно. Поэтому смотрите на ноуте или на планшете. Ведь оплатив подписку один раз, вы получаете его на всех своих устройствах. Еще раз, на всех своих устройствах. Минус только один. Surfshark платный. А кто вам даст такой сервис за спасибо? Но я сейчас уберу и этот минус. Я вам дам не только бешеную скидку в 83%, но еще и целых 3 месяца бесплатно. Просто переходите по ссылке в описании, используйте промокод MyGap и возвращайте свое право на защищенный, свободный доступ к информации. Я уверен, что для вас не будет секретом, что Китай нам производит все. Этот тезис ходит в народе, и, знаете, все так и есть. Посмотрите на эту прекрасную, уточненную инфографику. Куча всякой электроники, текстиля, металлических изделий, игрушек. Каждая категория разбивается на кучу других, поэтому вы видите сотню разных квадратов. Но что этому всепроизводителю нужно от нас? Итак, смотрим. Самый здоровый квадрат – это наша любимая сырая нефть. Практически 50%. Потом переработанная нефть, уголь, газ, железная руда, медная руда. И вот мы уже обозначили 60% товаров, которые мы можем предложить Китаю. Все сырье практически в чистом виде. То есть то, что мы достаем из земли и является национальным благосостоянием. Добавим сюда медные изделия и никель. Добавим сюда лес и платину. И вот мы уже говорим о том, что как минимум 72,5% того, что может Россия предложить Китаю, это то, что мы выкачиваем из земли. А весь наш экспорт в Китай сопоставим с экспортом США только по категории электроники и оборудованию. И просто вот представьте, вот вы Китай. Вот перед вами ваш контрагент, которого вы оцениваете. С одной стороны, есть контрагент с названием США, у которого вы покупаете как продукты интеллектуальной деятельности, типа там интегральные схемы, оборудование для фотолабораторий, медикаменты, так и более приземленные товары, типа там сои и даже чутка сырой нефти. А с другой стороны, у вас контрагент с названием Россия, у которого вы покупаете в основном сырье. Просто посмотрите даже для наглядности. Сырье – это вот это все. И вот какое у вас отношение к продавцу сырья? Ну,
Да нормальные отношения. У этого контрагента вы можете выгодно заправиться. Бензоколонка хорошая. Ну и было бы еще неплохо взять территорию, ну естественно в аренду, там лет на 100. Понимаете, да, в чем прикол? В пиар-пространстве Китай и США воюют, а вот Китай и Россия лучшие друзья. А в реальности Китай и США дружат ой как неплохо. А к России в реальности отношения умеренные. Но тут важно понимать, что политика, или, проще говоря, отстаивание собственных интересов – дело непрозрачное. Поэтому Китай и США хоть и главные экономические партнеры друг друга, но в то же время они борются за статус мирового лидера. Сейчас, кстати, вам должен уже быть понятен смысл вот этого высказывания. США и Китай должны не только развивать двусторонние отношения, но и брать на себя международную ответственность, что бы это ни значило. Поэтому они не упустят возможность поднасрать друг другу. Но поднасрать не критично, так, чтобы все эти квадратики не исчезли или хотя бы не выросли в цене. Воевать друг с другом они не планируют, война уже устарела. Воевать выгодно только с менее развитыми странами, на которых у тебя не завязана экономика. О высоком уровне взаимозависимости, невиданном ранее, мы уже несколько раз словами просто гениального человека Элвина Тофлера говорили. Высокий уровень взаимозависимости. Теперь работа стала требовать коллективных усилий, разделения труда, координации и интеграции различной деятельности. Успех работы стал зависеть от тщательно спланированного совместного поведения тысяч широко разбросанных людей, многие из которых и в глаза не видели друг друга. Да без нашей нефти не смогут америкосы производить все эти ваши интегральные схемы. Это правда. Углеводороды как были сотню лет назад важным активом, так ими и остались. Но в параллель с ними повышается важность, например, все тех же микрочипов. Сейчас производство чипов воспринимается вообще как вопрос национальной безопасности. Белый дом прям так и пишет. Protect US National Security Interests. И планирует влить в эту сферу $52 миллиарда, практически 4 триллиона рублей. Потому что чипы есть как в ваших компьютерах, так и в высокоточном вооружении. Толстый намек! Короче, на этом моменте вам должно быть уже понятно, почему Китай в пиар-пространстве с нами вроде бы дружит, а потом поддерживает Украину. Вроде бы дружит, но запчасти для самолетов решил не продавать. Вроде бы дружит, а оружие нам не поставляет, по крайней мере открыто. Вроде бы дружит, а потом воздерживается от голосования в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции о прекращении украинского кризиса. Кстати, воздержались еще ОАЭ и Индия. Уже тогда, 25 февраля, можно было понять, с кем торговля оборвется резко, а с кем можно еще посотрудничать. Схема их сотрудничества такая же, как и у Китая. Так вот, Китай, с одной стороны, хотел бы продолжить пользоваться нашими углеводородами по заниженной цене, но с другой стороны, не хотел бы попасть в подобную изоляцию. Просто потому, что Китай – это главный мировой экспортер. А главный импортер, думаю, вы догадываетесь, США. И вот эти два бугра конкурируют между собой, как на Земле, так и в космосе. Итак, как бы мы ни хотели принимать желаемое за действительное, реальность невозмутима. Китай не является стороной кризиса и не хочет, чтобы санкции против России повлияли на Китай. Звучит как фраза, сказанная мной, да? Но тут мы залазим на официальный сайт МИД Китая, находим стенограмму разговора 14 марта и вот слова министра иностранных дел. И это нормальная позиция. С чего они должны отвечать за действия другой страны? Их задача защитить свои интересы, как и у всех. Более того, все происходящее может сыграть на руку нашим восточным соседям. Значит, смотрите. Были новости, что Китай рассматривает покупку подешевевших Газпрома и Русала. Это раз. Были новости, что Китай собирается выкупить доли Shell в крупнейших российских газовых проектах. Это два. По оценкам аналитиков, Россия может владеть китайскими облигациями, то есть государственным долгом, на $140 миллиардов.
А это составляет почти четверть иностранного владения на внутреннем рынке облигаций Китая. Затем, UnionPay планирует разрешить российским банкам выпускать карты в своей платежной системе. И, кстати, именно в этом кейсе вся суть китайской позиции, потому что, с одной стороны, они очень даже за подключить российские банки в свою систему на своих, естественно, условиях и поиметь от этого неплохие такие шекели, то есть юани. Но в то же время он не хотел бы огрести от санкций Запада, поэтому отказался от сотрудничества со Сбербанком и другими подсанкционными банками. То есть мы вас как союзник с UnionPay поддержим, но только там, где можно. И так везде. Его позиция сейчас – скупить то, что подешевело, включить российские процессы типа финансовых в свои системы, а если еще территорию получится выкупить, типа там в районе Байкала, то вообще здорово. Но если будут сильные риски из-за санкций Запада, то не больно-то и хотелось. Но вы не думайте, тут нет никакой теории заговора. Я сейчас вообще не демонизирую Китай. Просто его контрагента, то есть нас, начало трясти. Ну так почему бы не воспользоваться случаем ради себя? Позиция вполне нормальная. Но вот что это значит для нас? Давайте я вам расскажу один прикол. Вы по-любому смотрели новости и частенько видели такое. А нефть дорожает. Она торгуется на уровне $99 за баррель. Цена на нефть марки Brent сегодня превысила $100 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent выросла на 5,83%. Нефть дорожает. Цена на топливо марки Brent поднялась до $139. А после этого вы подумали: о, нефть растет, значит это хорошо для России. Но с 24 февраля у нас прям новая реальность. Значит, смотрите. Кто не в курсе, марку Brent мы не продаем. Мы продаем марку Urals, которая считается как бы эквивалентом. Urals всегда стоила чуть дешевле. Для понимания, вот график. А это как бы скидка. Или, говоря по-умному, дисконт, который составляет обычно там, бакса 2. Но тут наступает 24 февраля, и дисконт становится колоссальным. $35. Грубо говоря, треть. То есть, просто представьте, физические свойства Urals не изменились никак. Изменилось отношение к России. И теперь те, кто ее еще берут по диким скидкам. Ведь, по сути, это тот же бренд. Просто там политически токсичный. Значит, дальше. России нужны покупатели. Европа с США там что-то морду воротят. Китай, понятно, точно возьмет, особенно по дисконту. А чё бы не взять у нас по 70, когда она на мировом рынке стоит 100? Вы же все любите акции в магазинах. Индия тоже красава. Потому что она за нас? Да забудьте вот это вот все, за нас, против. Такие лозунги только сбивают с пути. Красава Индия, потому что вот только с начала войны купила у нас 40 миллионов баррелей нефти. Ну и что? Спросите вы. 40 миллионов баррелей – это много или мало? Для сравнения, в прошлом году они закупили только 16 миллионов. Да-да, за весь год. То есть за 2 месяца войны они закупились на 2,5 года вперед. Они как бешеные бабушки, которые истово скупают сахар в пятерочке. Понимаете, к чему все это приведет? Индия затаривает склады, после чего получит большую возможность давления на Россию. Или плавного перехода от нас к другому продавцу. Так это еще не все. Затарила, значит, Индия склады, а потом говорит: что-то скидка для нас маловато. Сделайте еще, хотим еще ниже $70. И хоть мы не знаем, за сколько на самом деле приобретает Китай и в каких количествах, оказалось, что так называемые союзники сейчас могут диктовать свои условия. Потому что они знают, что мы от них зависим. Сейчас происходит очень много одновременных процессов, и даже сложно сказать, кто кого именно наебал. Китай скупает по дешевке то, что можно купить, но не вызывая гнева Запада. Мы от этого что же в плюсе, потому что получаем возможность существовать дальше. Более того, из-за высоких цен на энергоносители мы получаем сверхдоходы, что, безусловно, хорошо, но на короткой дистанции. И чем дольше продлится эта ситуация, тем больше мы будем погружаться в зависимость от Китая и даже Индии. А они
с каждым днем будут иметь все сильнее рычаг давления на нас и требовать еще большую скидку, а потом, может, еще чего. А мы все больше будем терять ту суверенность, о которой часто говорят. Все чаще придется идти на компромиссы, которые с каждым днем будут все меньше учитывать наши интересы. Хотелось бы верить, что происходящее поможет нам саккумулировать внутренние ресурсы, чтобы мы смогли создать свой Иран. Но даже против этого другие государства развернули целые программы. О чем я расскажу в следующий раз. Вы знаете, кому отправить это видео. Пишите комментарии и увидимся на следующей встрече. Damn.